проявляет Слово. И, то, что хотел бы пожелать каждому из вас, чтобы, на самом деле, принимая это Слово, наверное, в офисе, Паш, в офисе аж там, я пока потяну тогда, пока микрофон принесут. Когда мы принимаем Слово и применяем его в жизни на практике, оно дает результат. Мне примеры, которые Карри говорил, помните, из его восточного единоборства, которым он раньше занимался. Я не уверен, что он сейчас не занимается. Он говорит, я пробежал там 1,5 мили сегодня. И мы говорим, что? Так мало? Говорит, да, но я рюкзак нес на себе 80 килограмм. То есть я думаю, что у него продолжаются тренировки. И тогда он говорил, что ты можешь просто, оттренировать один удар и сделать миллион ударов, и сделать его совершенным. Либо ты можешь взять 100 приемов, но для того, чтобы получить качество того удара, тебе нужно каждый из этих 100 приемов сделать тоже по миллиону. И быстрее всего у тебя не хватит на это жизни. Поэтому лучше взять практику и начать делать это. Делать. О, ему это бы подошло. И когда ты делаешь это приведет тебя к результату. Послушайте, я скажу из нашей практики, того, что мы видим, того, что мы наблюдаем в практике служения, ни у кого не происходит все сразу с первого раза. То есть нужно идти и молиться, возлагать руки, провозглашать, тренировать себя. Почему? Потому что вопрос не в Боге, вопрос в нас, вопрос в нашей по-настоящему веры. Знаете, я недавно говорил, несколько семинаров мы проводили, мы постоянно проводим эти семинары, и я говорил, что есть так много людей, которые теоретически верят во все, а на практике очень далеки. Я говорю, обычно реакция следующая. Когда ты просыпаешься утром, у тебя давление зашкаливает или температура поднялась, то что будешь делать? Большинство людей, в том числе церковных или оцерковленных, они делают то, во что они верят по-настоящему. Они молятся, а потом за привычным медикаментом, который обычно помогает. И тут ничего не поделаешь. До тех пор, я говорю, продолжайте принимать эти таблетки. Пастор Вознюк говорит, что продолжайте принимать эти таблетки ровно до тех пор, пока ваша вера не укрепится хотя бы до такого же уровня в Иисуса Христа, как вы верите в таблетки. А когда ваша вера в Иисуса Христа станет такой же практичной в таблетку, как в Иисуса Христа, тогда вы сами откажетесь от таблетки. А до тех пор продолжайте принимать. Почему? Потому что так много людей, они думают, что я проявлю дела веры, и это будет вера. А это неправильно, и это неправда. Я говорю всегда так. Из молока можно сделать вершки, с вершков можно сделать масло. Для людей асфальта это вообще откровение. По-другому не бывает. Обратно это не работает. То есть из масла вы не можете сделать обратно молоко. Это только в эту сторону. Точно так же вера порождает дела. Дела не могут породить веру. Вера порождает дела. Из молока масло, не наоборот. Поэтому я хочу, чтобы вы действительно открыли свое сердце, чтобы вы были готовы принимать и действовать, практиковать вашу веру. И уже вроде бы все на месте, да? Хорошие аплодисменты можем дать? Аллилуйя! Good afternoon. Добрый день! All right. Well, if you have your Bibles, you can turn to a scripture. Хорошо. Надеемся, у вас есть ваши Библии, вы можете сейчас их открыть на месте Писания. Сейчас скажем, какое. The scripture is also in your manual, Это местописание также есть в вашем пособии, but it's a little bit later on. но оно немного позже находится. We're going to Proverbs chapter 4. 4 глава, книга Притч. And the pastor had no idea
И пастор не знал даже, that we were going here, что мы сюда вот идем, что мы будем это открывать. but what we're talking about lines up exactly with what he was saying. Но то, о чем мы будем говорить, это в точности соответствует тому, что он только что сказал. Proverbs chapter 4, verse 20. 20 стих. My son, «Сын мой, attend to my words, словам моим внимай, incline your ear unto my sayings. и кричам моим преклони ухо твое. Let them not depart from your eyes. Да не отходят они от глаз твоих. Keep them in the midst of your heart, Храни их внутри сердца твоего, for they are life потому что они жизнь unto those that find them, для того, кто нашел их, and health и здравие to all their flesh. для всего тела его. Keep your heart Больше всего with all diligence, храни сердцем, for out of it потому что из него are the issues of life. источники жизни. Put away from you А отвергни от себя, отложи a froward mouth лживость уст and perverse lips. и лукавство языка. Put far from you. Удали от себя далеко. Now notice what this passage is saying. И заметьте, что сказано здесь в этом месте. It starts by saying, attend to my words. Вначале тут сказано: «Внимай моим словам». To attend to something means to take time and effort. Внимать — это значит потратить на это время, на что-то уделить внимание этому. We've shortened that word to say tend instead of attend. И мы говорим, мы укорачиваем это слово, вместо того, чтобы посещать, мы говорим, внимать. But if I'm going to say, I'm going to attend to my Если я garden, говорю, что я хочу посетить свой сад, it means that I'm going to pull weeds and cultivate it. это значит, что я хочу оттуда все сорняки повырывать и культивировать ту землю, которая там. When he says attend to my words, Когда он говорит «внимай» или «посети», «пребывай в моих словах», it means to focus on them, это значит фокусироваться на них, spend time in them, провести время в них, put forth effort toward them. привести это все, потратить на это время, He потратить свой труд. He says to incline your ear to my sayings. И говорит, что преклони свое ухо к тому, что я говорю. That's one of the 5 senses, and he says use your ears to hear. И это одно из 5 наших чувств. И говорится о том, что используй свое ухо для того, чтобы слышать. Verse 21. 21 стих. Let them not depart from your eyes. Чтобы они не отходили от твоих глаз. There's the second sense. И это второе уже чувство. Keep them in front of your eyes. Держите перед собой, перед своими глазами его. Now, how do you do that in today's life? Теперь, как вы это делаете в ежедневной жизни? It means that you don't put anything in front of you that you can't read the word through. Это значит, что вы должны отложить все, что вам мешает читать или видеть Слово Божье. It means you don't look at things that don't line up with the word of Это God. значит, вы не смотрите на те вещи, которые не соответствуют Слову Божьему. He says Он говорит in verse 21, в 21 стихе: keep them in the midst of your heart. «Храни их внутри своего сердца». Your heart is everything about you. Ваше сердце — это все о вас. It's the center of your being. Это центр вашего существа. It is who you are. Это то, кто вы есть. Verse 22, В 22 стихе. for they, Потому что они, God's words, Божьи слова, are life. жизнь. That's what Jesus said Это also. то, что сказал Иисус также. He said his words are spirit Он and their сказал, life. что Его слова — суть дух и жизнь. Here he says И здесь Он говорит, his words are life что Его слова — жизнь. to who? Кому? To everyone? Для кого? Для всех? Doesn't say that. Тут так не сказано. My words Он говорит, мои are слова life to those Жизнь. that find them. для тех, кто нашел их. They're life to those that find them. Жизнь для тех, кто нашел их. So that means that you have to attend to his words. Это значит, вы должны посещать Его Слово. This book does you no good sitting on a shelf. Эта книга не сделает вам ничего хорошего, если она будет просто на полке лежать. It has to be in front of your eyes. Она должна быть перед вашими глазами. In their day, И в их дни they didn't have recordings. у них не было записей. If you heard his words, if you kept them in your ears, Если вы слышали слова, вы их сохраняли у себя. you either had to hear someone say it to you,
Вам нужно было, для того, чтобы услышать, чтобы кто-то вам их сказал, or you had to say it to yourself, или вам нужно было их говорить самим себе, speaking it constantly, постоянно проговаривая их, seeing it in front of your eyes, видеть перед своими глазами, speaking it out and hearing it with your own ears. говорить их громко и слышать вашими ушами. Now this is the best circuit. Теперь это самый лучший круговорот. This is a closed circuit. И это очень все близко находится. It's the best way to have God's word Это самое лучшее, как можете иметь Слово Божье. because it's not distorted. Потому что ничего не отвлекает. You read and say Вы exactly what it читаете, вы says. говорите то, что тут точно сказано, So you're getting the purity of it. и вы получаете чистоту его. Then he says, Потом тут сказано they дальше, are life unto those that find them что они жизнь для тех, кто нашел их, and health to all their flesh. и здравие для всего тела. Now notice life to those that find them. Заметьте, жизнь для того, кто нашел. That shows if you're going to find them, Это значит, если вы найдете их, you have to be seeking them. тогда вам нужно искать для того, чтобы найти. That doesn't mean you just pick your Bible up Это не просто вы берете свою Библию, and close your eyes, закрываете глаза, turn to a page открываете страницу and read. и читаете. That's not what it's talking Это about. не то, о чем здесь сказано. It's talking about diligent, Здесь говорится о прилежности, о систематичности, study, изучении, research. исследовании, To research для исследовать. means to search for again. Это значит исследовать еще раз. So you research the Word of God. Поэтому вы исследуете Слово Божье. You can never look at the Bible and say, oh, I've read that. Вы никогда не можете посмотреть Библию и сказать, да, я это уже видел. No, you read it again. Нет, вы еще раз это читаете. And again, and И again, and опять, и again. опять, и опять, и опять. You keep it before your Вы eyes. продолжаете держать это перед своими глазами. You say, what good does that do? Вы говорите, ну что хорошего это может сделать? We're going to share that with you shortly. Мы поделимся этим с вами за короткое время. But for this moment, Но сейчас you have to realize Jesus said his word was a seed. вам нужно понимать, что Его Слово — это семя. And that seed is planted in your heart. Иисус сказал, и это семя сеется в ваше сердце. He said the seed is planted in the soil. Он говорит, семя сеется в почву, The person sleeps и человек спит, and rises, он встает, and the seed grows, и семя вырастает, and the person doesn't know и how человек it не знает, grows. как оно растет. But it grows. Но оно растет. So many times we're Поэтому too много busy раз мы слишком заняты, trying to figure out how it works, пытаясь узнать, как же оно растет. rather than just believing God's word Вместо того, чтобы просто верить Божьему Слову, and that it's working. и оно работает. That's one of the hardest things Это самая сложная вещь. when you're trying to minister healing to people. Когда вы пытаетесь нести исцеление людям, They ask you questions. они задают вам вопросы. How is this going to happen? А как это произойдет? How does this work? А как это работает? It's simple. Легко. Seed of God's word Семя Божьего Слова, goes into the person. оно идет в человека, It grows up life. оно там растет. When life grows up, Когда жизнь растет в нем, it pushes out death. оно всю смерть выталкивает. That's called healing. И это называется исцеление. It's simple. Легко. You say, but how does that work? Вы говорите, ну как это работает? I don't know. Я не знаю. I'm not God. И я не Бог. But I'm smart enough Но я достаточно умен to know that I'm not God, знать, что я не Бог. and smart enough to know He is God, И достаточно умен знать, что Он Бог. smart enough to do what He says to do, Достаточно умен делать то, что Он говорит не делать. smart enough to know He's smart enough to know what He said. Достаточно умен знать, что Он достаточно умен говорить мне делать то, что мне надо делать. Amen? Аминь. That's called faith. И это называется вера. You trust God. Вы доверяете Богу. You do what He said, Вы делаете то, что Он говорит. and it works. И оно работает. Somebody says, how? И вы говорите, как? Don't know? Не знаю. Don't care. И мне все равно. Just care that it works. Мне самое главное, что это работает. Amen? Аминь. And so we don't have to know every detail. Нам не нужно знать каждую деталь, There's too many details to try to потому follow. что слишком много есть деталей, которые мы пытаемся следовать. God made it simple. Бог сделал это очень легким. Just hear Просто услышьте and obey. и повинуйтесь. He takes care of the rest. Обо всем остальном Он позаботится. Amen? Аминь. That's what I'm here to show you. Вот то, что я здесь занимаюсь, чем показать вам это. How simple this is. Насколько это просто. That's why some of you may not continue with it.
Поэтому, может быть, некоторые из вас не захотят продолжать идти в этом. because it's too simple. Потому что это слишком просто. You say that couldn't be true. И вы можете говорить, там это не может быть правдой. That couldn't work. Это не может работать. That's too simple. Это слишком просто. That's the same thing the Pharisees said to Jesus. Это то же самое, что фарисеи сказали Иисусу. He makes it too simple. Он сделал это слишком простым. And they missed it. И они упустили. But the simple people, Но люди простые, the unlearned people, люди, которые без образования, were smart enough to know они были достаточно умны, чтобы знать, that they should listen что они должны это слушать and obey. и повиноваться этому. And they did. И они так и сделали. And the simple people got it, И простые люди это получили, and the super smart people didn't. а суперумные этого не сделали. Because God chose the foolish Потому что Бог избирает to глупость confound the wise. для того, чтобы посрамить мудрость. And when you do what he said to И do, когда вы делаете то, что Он говорит вам you делать, take on God's wisdom, когда вы принимаете Божью мудрость, and man doesn't understand that. то люди этого не понимают. So be smart, Поэтому будьте умными be simple, и будьте простыми. be smart enough Будьте достаточно умными, to hear and obey, чтобы услышать и повиноваться. and just do it, И просто делать. and it'll work. И оно будет работать. Amen? Аминь. Be a good soldier. Будьте хорошим солдатом. Obey your orders. Просто повинуйтесь приказам. Trust your superior, Доверяйте своему начальнику, your commander, вашему командиру, that he knows what he's doing. который знает, что он делает. And if you follow his И directions, если вы будете следовать его направлению, you'll win battles то вы будете побеждать сражения, because the war is already won. потому что на самом деле уже сражение имеет победу. It's just our little battles we have to fight. Это просто те маленькие сражения, которые нам нужно сражаться. The war of salvation, it's won. Потому что уже побеждена война спасения. But we have to fight little battles, Но нам нужно маленькие сражения. making sure that we are walking in faith. Нам нужно идти в этих сражениях и убедиться в том, что мы ходим в вере. Now look what he says. И посмотрите, что здесь сказано. For they are life unto those that find them, Потому что они жизнь для тех, кто нашел их, and health to all their flesh. и здоровье для всего тела его. Now look at that. Посмотрите на это. God's word Божье Слово, is life жизнь and health и здоровье to their flesh. для их плоти. Not to their spirit, Не их духу, to their flesh. плоти. God's word is health to your Божье flesh. Слово это здоровье для вашей плоти. Now, one translation И один из переводов says that his word говорит, его Слово is medicine это лекарство to all their flesh. для их плоти. That's what Pastor was just talking about. Это то, о чем говорил пастор. People will go to a doctor. Люди идут к доктору, The doctor will give you big pills. и доктор выписывает там такие большие таблетки. You'll look at them and say, I don't Вы want to swallow смотрите that. на них и думаете, как вы это проглотите. He'll say you'll do it if you want to live. Но они говорят, что вы это сделаете. Вы понимаете, вы это сделаете, если хотите жить. You say, okay, I'll do it. И вы говорите доктору, хорошо, я это сделаю. How bad can one pill a day be? Ну, а что может быть плохого от одной таблетки? Doctor says, no. Нет, доктор говорит, да нет. Not one pill a day. Тебе нужно не одну таблетку в день принимать. 6 pills a day. Тебе нужно принимать 6 таблеток в день. Every few hours. Каждые несколько часов. He'll tell you every И он 2 расскажет, hours. каждые 2 часа. Take these pills. Вам нужно принимать эти Do it таблетки. till the bottle is empty, Делайте, пока уже не опустеет эта емкость. and then come back and get some more. И потом вернитесь, и я вам еще выпишу. Don't just do it till you feel better, И они вам это делают просто, чтобы вы чувствовали себя лучше. because we can't just knock out the symptom. Потому что мы просто можем убрать симптомы. We got to keep going until the whole thing is dead. Но мы не хотим просто убрать симптомы. Нам нужно пройти и убрать полностью все, что приносит смерть. And you have faith И у вас есть вера. in the doctor. И у вас есть вера во врачей. Why do you have faith in the doctor? Почему у вас есть вера во врачей? Because he has a piece of paper on his Потому что wall. у него такой сертификат, кусок бумаги на его стене. You don't even know if he's a real doctor. А вы на самом деле даже не знаете, настоящий доктор или нет. He's just got a piece of paper. У него просто там кусок бумаги висит. But you believe what's on the paper. Но вы верите тому, что на том куске бумаги. Why don't you believe what's on this А paper? почему вы не хотите верить в то, что на этом куске бумаги? The great physician has a much better Это record. самый лучший доктор, которого только могли знать. Amen? Аминь. He said, my words А он говорит, слова мои are medicine, – это лекарство, health to your flesh. это здоровье для вашей плоти. To your flesh. Вашей плоти. Words Слова are health to your flesh. – это здоровье для вашей плоти. And he tells you how to get this word into you. И он рассказывает, как вы можете получить это слово. Keep it in front of your eyes.
Держите их перед вашими Keep it глазами. in your ears. Держите их в ваших слушайте их. So what we're going to do, И то, что мы будем делать, I don't know how this translates exactly, but I like to call it, I take scripture то, что мы будем делать, мы будем брать Писание, and I read it и я буду читать, and I say it и я буду это говорить, and I call that, и я буду это призывать. I'm taking a gospel, Я буду принимать Божью таблетку. not like the gospel, То есть таблетку Евангелия. but a gospel. Вы поняли, да? То есть это состоит из двух слов. То есть, And every time I say it, I'm taking another pill. таблинкалику, я не знаю, Евангелие, еванготаблику. Что-то такое, еванготаблетку, назовем это так. Еванготаблетку будем принимать. Yeah, you say, but the Bible doesn't tell me to take it like medicine. Теперь Библия говорит, чтобы я принимала это как лекарство. Oh, sure it does. Конечно, это же говорит. Go with me, Тут написано, for instance, ну, например, вы говорите, to Joshua, Иисус Навин. chapter 1. Иисус Навин, 1 глава. God told Joshua, Бог сказал Иисусу Навину, and he said, и он сказал. let's go to verse, let's go start in verse 6. Давайте 6 стиха начнем. God is talking to Joshua. Бог говорит Иисусу Навину, He says, be strong and of a good courage. он говорит, будь тверд и мужественен. For unto this people will you divide for an inheritance the land which I swore unto their fathers to give them. Ибо ты народу сему передашь владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Only be strong and very courageous. Только будь тверд и очень мужественен. Why? Почему? So that you may observe to do Чтобы ты смог исполнить according to all the law that I've given. в соответствии со всем законом, который я дал. Don't turn to the right or to the left from it, Не уклоняйся ни направо, ни налево от него. so that you may prosper wherever you go. Чтобы ты мог преуспевать везде, куда ты пойдешь. Now notice, Теперь заметьте. he's telling him to get into the law, get into the Word of God. Он говорит ему, чтобы он принимал закон, вошел в Слово Божье. He said, don't turn to the right or left. Он говорит, не уходи ни вправо, ни влево. What's he saying? Что он говорит? Don't vary. Он говорит, не Get in the Word. Он говорит, не отвлекайся в Слово Божие, Don't mix it with other stuff. не смешивай его с чем-то другим, Don't mess up the prescription. не пытайся вот это вот предписание врача с чем-то смешать. I will tell you how many times to take this medicine. Я расскажу, сколько принимать это лекарство. Don't mess it up. Не путай, ничего не делай там с Take этим. it Принимай according to the в prescription. соответствии с тем, что было предписано. When a doctor gives you a И prescription, когда вам доктор дает рецепт, you take it to the pharmacy. вы его берете в аптеку, The pharmacy и в аптеке смотрят. fills that prescription, Они смотрят, что там должно быть, puts a label on it, и они дают вам, этот рецепт делают для вас, туда пометку сделают. says take 2 pills И там сказано, 2 таблетки times a принимайте day. 3 раза в день, every 3 hours. каждые 3 часа. Very simple. Очень просто. Doctor says do it exactly like that. И доктора говорят, вот полностью делайте так. There's a reason. Есть причина для этого. Now I'm going to show you И я вам покажу, this is what God says. что говорит Бог. This is God's prescription. Потому что это Божье предписание. Watch. Наблюдайте. He says, Смотрите. verse 8, В 8 стихе он говорит, this book, the words of this book, слова этой книги shall not depart out of your mouth. да не отходят от твоих уст, You'll always be saying them, но постоянно говори их, but you will meditate therein, и в них медитируй или размышляй day and night. день и ночь. So now we know you're supposed to take God's medicine Теперь мы знаем, что вы должны принимать Божье лекарства at least twice a day, как минимум 2 раза в день, day and night. день и ночь. And throughout the day, И в течение дня you are to remember His word. вы должны помнить Его Слово. Then He says, И потом он говорит, so that you can do чтобы ты мог исполнить according to all that is written inside. в соответствии со всем, что написано здесь. Because then, Потому что тогда, when you've meditated His word, когда ты размышлял на Его Словом, whenever you have stayed true to His word, когда ты оставался истинным в Его Слове,
when you've read His Word когда ты читал Его Слово, and you keep it in your mouth, когда ты его держал в своих устах you keep it in your ears, и в своих ушах, you keep it in your eyes. и перед своими глазами. That's 3 of your senses. Это 3 ваших органа чувств. Your eyes, Ваши глаза, your ears, ваши уши and your mouth. и ваши уста. So that's 3 of your senses. То есть это 3 ваших органов чувств. He says if you do this, Он говорит, если ты будешь это делать, then you will make your way prosperous, тогда ты сделаешь твои пути успешными, and then you will have good и success. тогда ты будешь иметь хороший успех. Notice, Заметьте, God didn't say, Бог не сказал, if you do that, если ты будешь это делать, I will make you prosperous. я сделаю тебя преуспевающим. I'll give you good success. Я дам тебе хороший успех. He said, if you do this, Он говорит, здесь сказано, если ты будешь это делать, then you will make your way то prosperous. ты сделаешь свой путь преуспевающим. So who's in charge of you being prosperous? То кто тогда здесь отвечает за то, чтобы быть преуспевающим? You are, Вы отвечаете. based on taking God's word. В соответствии с тем, как вы принимаете Божье Слово. And then we say, И потом мы говорим, oh God, о Бог, why are you doing this? почему ты это делаешь? Don't you see how I need this? Ты что, не видишь, как мне это надо? Why aren't you giving that to me? Почему ты мне это просто не дашь? Why are you holding it back? Почему ты это удерживаешь от God said, меня? I'm not holding anything back. Бог говорит, я ничего не I've удерживаю. already blessed. Я уже I've благословил. already decreed blessing. Я уже провозгласил благословение. I've already given you Я everything уже отдал тебе все, that you need, что тебе нужно. but you won't receive it. Но ты не хочешь принимать этого. And the whole time you're crying, give me, give me. И всякий раз ты взываешь ко мне, дай мне, дай мне. God said, I've given Бог you, говорит, я уже дал тебе. but you won't take your Но medicine ты like I не told you хочешь to. принимать твое лекарство, то, как я тебе сказал это делать. I've got your solution. Я уже тебе дал ответ. Take the word, Возьми слово, tend to it, возьми, be привяжись к нему, diligent in it, посещай его, будь прилежным. get it in your mouth, Возьми его в свои уста, keep положи. speaking it, Продолжай говорить. morning and night, И днем, и ночью. constantly. Постоянно. Keep it before your eyes, Держи его перед своими keep it глазами. going in your ears, Чтобы оно в уши твои входило. keep it coming out of your mouth. Чтобы оно из уст твоих исходило. Remember what Jesus said. Помните, что Иисус сказал? The Pharisees said, why don't your disciples wash? Фарисеи сказали, почему твои ученики не умываются? Jesus said, Иисус сказал, it's not what goes in that defiles a man, не то, что входит в человека, определяет человека. it's what comes out. Это то, что выходит из человека. What's coming out of your mouth? То, что выходит из ваших уст. If it's not the word of God, Если это не Слово Божье, it's defiling you. то это тогда опорочивает вас. If you keep the word of God going in and out of your mouth, Но если вы принимаете Слово Божье внутрь, и оно исходит из ваших уст, you will prosper, ты будешь преуспевать, and you'll have success. и у тебя будет успех. I have people all the time tell me, Всегда мне были люди, которые говорили мне, I did that. я это делал, It didn't work. оно не работает. I said, you're not doing that. Я говорю, да ты этого не делаешь. Oh, I did that. О да, я делал это. He didn't say do it one time. Он не сказал, что сделай однажды. He said keep doing it. Он сказал, продолжай это делать. Just like when you take medicine. Точно так же, как вы принимаете лекарства. Just as the pastor said, Как пастор сказал, people want to do something one time люди хотят сделать что-то один раз and get perfect results. и получить совершенные результаты. Very few people get results the first time on anything. Но на самом деле только несколько людей получают результаты с первого раза. You take the first pill Вы принимаете первую таблетку, that the doctor gives you, которую доктор вам предписывает. it doesn't fix it. Она не исправляет If все. it did, he wouldn't have given you a bottle of pills. Если бы так происходило, он бы тогда не давал вам целую бутыль таблеток. He would have given you only one Он pill. просто дал бы вам тогда одну таблетку. He gave you a bottle А он дал вам вот этот вот full of pills бутыль полный таблеток, because the medicine потому что лекарство, has to saturate your entire body оно должно пропитать все ваше тело to drive out all the sickness. для того, чтобы изгнать всю болезнь. People want to say one prayer. А люди хотят сказать одну молитву They want everything to stop. и хотят, чтобы все остановилось. No, the word of God Нет, Слово Божье is medicine. – это лекарство. It's life to all their Это flesh. жизнь для плоти каждого. Health to all their flesh. Здоровье для всей плоти, тех, которые нашли эти But слова. for it to be health to all your flesh, Но для того, чтобы это было здоровьем для всей вашей плоти, you don't just take one. вы не принимаете просто одну. It has to saturate Оно you. должно пропитать вас. This is where you
live. Это то, где вы живете. You say, how long do I have to do this? Вы говорите, ну как долго мне это нужно делать? That's an easy answer. Это легко. The rest of your life. Легкий ответ. На протяжении всей вашей жизни. This is how you do it. Это то, как вы это делаете. And someone tells you, Поэтому, когда кто-то вам говорит, oh, you have diabetes. что у вас диабет, You're going to have to take shots the rest of your life. и вам теперь нужно принимать эти уколы на протяжении всей жизни. And you do it. И вы это делаете. You don't like it, Вам это не нравится, but you do it. но вы это делаете. Why? Почему? Because you don't want to die. Потому что вы не хотите умереть. And God says, И Бог говорит, if you take my если word вы возьмете мое слово, like a medicine, точно так же, как it лекарство, will bring life to all and health to оно all your flesh. принесет жизнь и здоровье всей вашей плоти. But too many people want Но to just take it for a time. Слишком много людей, они просто хотят принимать это на короткий промежуток времени. And then they get sick again. И потом они опять заболевают. And they think that didn't work. И они думают, что это не работает. No, you keep taking it. Нет, вам нужно продолжать принимать. And it will cause you to become immune. И из-за этого иммунитет выработается в вас. Because you build up an immunity Потому что вы выстроите этот иммунитет. because of the health that's in God's word. И из-за здоровья, которое находится в Слове Божьем. This is how I live. Это то, как я живу. This is why I can go around the world, Это вот почему я могу ездить по всему миру put my hands on any kind of sickness, и возлагать свои руки на любую болезнь, have people with all kinds of diseases и иметь людей со всевозможными болезнями, breathing on me, которые дышат на меня, hugging me, которые обнимают меня often kissing me, и часто целуют меня, and I don't catch anything и я ничего не подхватываю, because I have an immunity, потому что у меня есть иммунитет. because His words И из-за Его Слова. never leave my mouth. И это никогда не, я никогда это не убираю из своих уст. I'm not gifted. Я не какой-то одаренный. I'm not special. Я не какой-то особенный. God didn't drop that on me. Бог не просто это, знаете, сбросил на меня. He told me how to develop Он it. сказал мне, как это развить. And I did what He said. И я просто делала то, что Он сказал. And then when that works, И потом, когда это начало работать, people think you're special. когда это работает, люди думают, что ты особенный. That doesn't make you special. Это не делает тебя особенным. It does make you different, Это делает тебя отличающимся. but you're only different because most people won't do that. Но ты отличаешься только из-за того, что большинство людей не хотят просто это делать. And those are the people А это те люди, that rely on someone like me которые полагаются на кого-то, как я, to do it for them. чтобы я это делала за них. So you can either rely on someone else Вы можете ли полагаться на кого-то другого, or you can learn it yourself. или вы можете сами научиться этому. And you can either be a person in the healing line И вы можете быть или человеком в этой линии исцелений, or you can be the person doing the healing line. или вы можете быть тем человеком, который несет исцеление этим людям. God wants you doing the healing line. Бог хочет, чтобы ты служил исцелением этим людям. You weren't created to be sick and well and sick Он and не well. сотворил тебя, чтобы ты был больным, здоровым, больным, здоровым. When God said in the beginning, Когда Бог в самом начале сказал, everything He created, что все, что Он сотворил, He said it's good. Он сказал, это хорошо. It's good. Это хорошо. And then, И потом, during that time, во время того времени, there was no sickness or disease. не было никакой ни болезни, ни немощи. And it was good. И это было хорошо. Then man fell. Потом было грехопадение человека. Death came in through sin. Пришла смерть через грех. Sickness came in through sin. Болезнь пришла через грех. And sickness started being in mankind. И болезнь, она начала проходить через все человечество. And God never said that sickness was good. И Бог никогда не сказал, что болезнь – это хорошо. He said sickness was a curse. Он сказал, что болезнь – это проклятие, Sickness was bad. что болезнь – это плохо, That it was evil. что это было зло, That it was oppression. что это было давлением. So all this we can see it was never God's plan. Поэтому мы видим, что все из этого это никогда не было Божьим планом. But what I'm telling you Но то, что я вам говорю, is how to develop a spiritual immunity это как развить духовный иммунитет against physical sickness and disease. против физических болезней и немощи. The spirit level is higher than the physical level. И мы знаем, что духовный уровень намного выше, чем физический. Now, the Bible says in Теперь Библия Corinthians говорит Коринфянам, that we look at the things that are unseen, что мы смотрим на те вещи, которые мы не видим, and the things that are unseen are eternal. и те вещи, которые невидимые, они вечные. We don't look at the things that are seen. Мы не смотрим на те вещи, которые видимы, The things that are seen are потому что temporary. те вещи, которые видимы, они временно. So if you can see it, Поэтому если вы можете это видеть, it's temporary. то тогда вы можете понимать, это временно. If you can't see it, Если вы этого не можете видеть, it's eternal. то это вечное.
So we have to learn to look at the eternal. Поэтому нам нужно научиться смотреть на вечное. This is the eternal. А вот это вечное. It says it, Здесь это сказано, but you don't see it. но вы этого не видите. So if sickness or disease comes on your body, Поэтому если приходит болезнь или немощь в ваше тело, you don't have to be spiritual to see it. то вам не нужно быть каким-то духовным, чтобы видеть это. Doctors can see it. Доктора это могут видеть. So if you can see it, Если вы можете это видеть, it's meant to be temporary. то тогда это подразумевается быть временным. The Bible says in James И Библия говорит в Иакова, that we put bridles in a horse's mouth. что мы удила вкладываем в уста лошади. And with that bridle, И этим удилом we can turn a horse. мы направляем лошадь. He said that ships are turned about. Он говорит, что также и лодка управляется рулем, by a small rudder. маленьким рулем. And a man is moving that И rudder. человек поворачивает этот руль. And it turns the whole ship. И поворачивает всю лодку. He said, your tongue Он говорит, ваш язык is just like that rudder. точно так же, как этот руль. Your tongue is just like that bridle. Точно так же, как эти удила, ваш язык. He said, if you will bridle your tongue, Если вы обуздаете свой язык, you can turn your whole body. то вы можете повернуть все свое тело, развернуть. So we need to realize Поэтому нам нужно осознать, that with his words in your mouth, что с его словом в ваших устах, whatever you see in your body, все, что вы видите в своем теле, it's temporary and you can change it. это временно, и вы можете это поменять. You can change your body Вы можете поменять свое тело with your tongue вашим языком. by just saying God's word. Просто тем, что будете говорить Божье Слово. You can turn your body. Вы можете развернуть свое тело. Remember this. Помните это. If you can see it, Если вы можете это видеть, you can change it. вы тогда можете это поменять. Now we're going to talk about something. И теперь мы будем говорить о чем-то. We're moving ahead in this, Мы будем дальше проходить в этом. and some of these things we'll come back to И мы вернемся к этим вещам. because I want you to see how we're to do this. Потому что я хочу, чтобы вы видели, как это делать. And there's a lot of scientific proof behind what we're saying, И есть очень много научных доказательств за тем, что мы говорим. and much of it is in your manual. И большинство из этого в вашем пособии. But I want you to realize something. Но я хочу, чтобы вы что-то осознали. Now, men and women, Мужчины и женщины, obviously similar but very different. они, то есть очевидно, что они похожи и отличаются друг от друга. Your spirit Ваш дух has the power of God in it. имеет силу Божью внутри. Because of that, Из-за этого the direction of your spirit направление вашего духа is always towards God. всегда в направлении Бога. But if you go through Proverbs, Но если вы пройдете You will find притчи, out вы узнаете, that in your spirit, что в вашем духе, that your spirit is very mechanical. что ваш дух, он очень механичен. Remember, it's inside of you and cannot communicate outside without your mouth. Вы помните, да, о том, что то, что находится внутри вас, не может проходить наружу, если не будет cannot go, Outside. если не будет проходить через ваши уста. So your spirit has to communicate with the world through your soul, through your lips. Поэтому ваш дух должен общаться с миром через вашу душу, через ваши уста. Jesus said, Иисус сказал, out of the abundance of Что- what's in your heart, это изобилие вашего сердца, то, что там находится. your mouth speaks. Ваши уста будут говорить. So we can find out very quickly what's in you. Поэтому мы очень быстро можем узнать, что внутри вас находится. Just by listening to you talk for a few minutes. Просто послушать вас на протяжении нескольких минут, что вы рассказываете. And we'll see if God's word comes out И мы увидим, или Божье Слово будет исходить, or if fear and doubt comes или out. страх и сомнения будут исходить. And here's what I've noticed. И вот что я заметил. Because your spirit is always trying to accomplish what's in it. Из-за того, что ваш дух всегда хочет осуществить то, что там находится, It goes by your mouth. это все идет через ваши уста. So the heart of you Сердце, ваше сердце speaks, говорит. and that's what is in you. И это то, что в вас. But now your spirit Теперь ваш дух, is trying to accomplish what you are speaking. он пытается осуществить то, что вы проговариваете, что вы говорите. Now remember, И just a minute помните ago, о том, чем мы говорили раньше, when I was talking about how we talk to God. когда мы говорили с вами о том, как мы разговариваем с Богом. Oh God,
О, Бог, why don't you help me? почему ты мне не поможешь? God, why are you doing this? Бог, почему ты это не делаешь? And we are doing exactly what the Israelites did. И мы делаем в точности то, что делали израильтяне. In Numbers chapter 13, В 14 главе чисел, the 12 spies had come back out of the land of promise. когда 12 разведчиков вернулись с обетованной земли, They said, it's amazing over there. они сказали, там удивительно. But Но 10 of the spies 10 из этих соглядатаев said, yes, it's great. сказали, да, там великолепно. But the people are big and we can't take them. Но люди настолько громадные, мы не сможем их завоевать. But 2 Но двое, were different. они отличались. Joshua and Caleb. Иисус Навин и Халев. They said, Они сказали, yes, да, the land flows with milk and honey. эта земля наполнена молоком и медом. It's amazing. Это удивительно. Yes, the people are big, Да, люди там большие, but we are well able. но мы достаточно способны. Let us go up and take the land. Давайте мы пойдем и завоюем эту землю. And the people believed the 10 spies И instead of the 2. люди поверили 10 этим соглядатаям вместо того, чтобы поверить 2. And the people began crying И люди начали взывать и вопить, and saying to God, говоря Богу, why did God bring us out here to die? почему Бог сюда нас вывел, чтобы мы здесь We умерли? could have died in Egypt. Мы могли умереть в Египте. Why did God do this? Зачем Бог это сделал? Why didn't he just kill us there? Почему Он просто там нас не убил? And God said, А Бог сказал, what you've said about me, то, что вы говорите обо мне, that's what I'm going to do. это то, что я сделаю. You say I brought you out here to die, Вы сказали, что я вас привел сюда, чтобы вы умерли, and by your words you'll be judged. то словами своими вы будете осуждены. So all of you and those of the 10 spies Поэтому весь этот народ и эти 10 разведчиков, will die in the wilderness, вы умрете здесь в пустыне, just as you have said. так, как вы сказали это. That's Mark 11:23. И это 11:23 Марка. They said it, Они сказали, they believed it, они в это поверили, and they got it. и они это получили. And they died in the wilderness. И они умерли в пустыне. And Joshua and Caleb Иисус Навин и Халев, said, we can take this land. они сказали, мы можем взять эту землю. And they did. И они так и сделали. After 40 years of wandering in the wilderness, После 40 лет там хождения по пустыне, they didn't die, they went into the promised они land. не умерли, они вошли в обетованную землю. So God kept his word. Бог свое слово исполнил. But now notice they had to wander till the others died. Но заметьте, им пришлось ходить со всеми остальными, пока те все не умерли. But God said, Но Бог сказал, how you talk about me, то, что вы говорите обо мне, that's what you let me do. это то, что вы позволяете мне сделать. How you talk about me, Как вы говорите обо мне, that's what I can do in your life. это то, что я могу сделать в вашей жизни. If you say, God, why don't you help me? Если вы говорите, Бог, ну почему же ты мне не помогаешь? He said, I'm trying, but you just said I can't. Он говорит, да я пытаюсь, но только что сказал, что я не могу этого сделать. God, why don't you bless me? Бог, почему ты меня не благословляешь? You're saying I haven't, Ты сам говоришь, что я I've не already могу, said I have. а я уже это сделал. but you won't receive it. Но ты не хочешь принимать этого. God treats you Бог относится к вам as good as you will let him, так хорошо, как только вы можете ему это позволить. but you let him treat you according to your words. Но вы позволяете ему относиться к вам в соответствии с вашими словами. That's why I'm always saying, Вот почему я всегда говорю, I'm blessed. я благословлен. My life is blessed. Моя жизнь I live a благословлена. blessed life. Я живу благословленной жизнью. I want God to be able to do everything He Я wants to in my позволю life. Богу делать все, что Он хочет сделать с моей жизнью. And you say, don't you ever have any problems? И вы говорите, а что, у тебя нет никаких проблем? Yeah, Да, probably more than you, наверное, даже больше, чем у вас. because I pastor. Потому что я пастор. Amen. Аминь. And so I have normal problems, Поэтому у меня есть много проблем. and I have to deal with everybody else's problems. И потом у меня проблемы, и потом со всеми остальными проблемами тоже нужно иметь дело. But guess what? Но знаете что? Though 1,000 fall at my left hand Что 1000 упадет по мою правую руку, and 10,000 at my right, и 10 тысяч по левую, 1000 и 10 тысяч по правую. it won't come near me. И оно не приблизится к вам. Why? Почему? Because my life is hidden in Christ, Потому что моя жизнь во Христе. and I'm blessed, И я благословлен. and people don't understand how I can walk through the trouble. И люди не могут понять, как я прохожу через эти трудности. But I don't look to the trouble. Но я не смотрю на трудности. I look to the Word of Я God. смотрю в Слово Божье. I don't speak about the trouble. Я не говорю о проблемах, I speak
to the trouble. Я говорю к And I проблемам. tell it to go away. И я рассказываю им, что им нужно уйти. And I tell the blessings of God to stay in my life. И я говорю благословением Божьим оставаться в моей жизни. Now, while I'm doing that, Теперь, что я делаю это? I'm renewing my mind. Я обновляю свой разум. Now, Теперь, let's go back to this. давайте мы вернемся к этому. God can only do for you what you say about Him. Бог может делать только то, что вы говорите, Он может Now, сделать. remember we talked about men and women being different. И вы помните, мы говорили о том, что мужчины и женщины отличаются. Here's the thing. И вот что. In my healing line, В моей очереди на исцеление many people come through it, многие люди проходят через нее. and over the years I've noticed some things. И на протяжении многих лет я заметил вот что. Men don't generally complain about their bodies. Что обычно мужчины не жалуются в отношении своих тел. We may not like it that much, То есть это может им не нравиться, but we deal with it. но мы с этим как-то справляемся. Or we try to fix it, Мы пытаемся это как-то исправить. but we don't talk about it too much. Но мы об этом слишком много не говорим. Usually just in front of a mirror. Обычно только перед зеркалом. And then we go on, А потом мы продолжаем дальше жить. and we don't tell everybody about И it, мы об этом всем не because рассказываем. we don't want to draw attention to it. Потому что мы не хотим привлекать внимание к этому. So we don't talk about it. Поэтому мы об этом не говорим. But women, Но женщины, there's parts you don't like. есть часть, которая вам не понравится. And the two parts И вторая часть, that I hear the most complaints где я слышу больше всего жалоб from women от женщин, are their hips это в отношении их бедер and their breasts. и в отношении груди. That's a fact. Это факт. Okay? I know I'm Хорошо. talking blunt, Я знаю, что я сейчас очень так прямо высказываюсь, but here's what I know. но вот что я знаю. Most of the things Большинство из вещей, that I pray for in healing line за которые я молюсь в этой очереди на исцеление, is hips это бедра, and breast cancer. и это проблемы бедра, болезни и рак груди. See, when you talk about your hips, Поэтому, когда вы говорите о своих бедрах, you're not specific. вы не вы не определенно говорите. You just say your hips. Вы просто говорите ваши бедра, And then your body starts working against itself. а потом ваше тело начинает работать против себя. And pretty soon you've got to have hip replacement surgery. И через некоторое время оказывается, что вам нужно иметь операцию по замене суставов в ваших бедрах. Because you talk about it. Из-за того, что вы говорите это. And you talk about your breast in some sort. И вы говорите там в отношении груди. Кому-то что-то не нравится. And then disease sets in your breast. И потом болезнь, она закрадывается в вашей груди. Because you keep cursing it. Потому что вы продолжаете ее проклинать. I'm just being honest. Я просто с вами честен сейчас. We have to realize Нам нужно понять, that what you say, что то, что мы говорим, every time you say it, всякий раз, когда вы это говорите, it's a seed. это семя. And you're planting that seed. И вы сажаете это семя. And it grows. И оно растет. And you learn to have this self-hatred. И вы учитесь самоненависти, ненавидеть parts of your себя, body. ненавидеть какие-то части своего тела. You should never curse any part of your body. Вы никогда не должны проклинать ни одной из частей вашего тела. If you don't like the way it is, Если вам не нравится, как это у вас then есть, the last thing you want to do is то- talk about how it is. последнее, что вы хотите сделать, это говорить о том, как оно у вас там. If you don't like how it is, Если вам не нравится, каким образом оно у вас там then находится, talk Bible. то говорите Библию. Call those things that are not as though they were. Называйте те вещи, которые не существуют, чтобы они существовали, существующими. And start speaking well of those parts. И начните говорить правильно и хорошо об этих частях. Because if you can see it, Потому что когда вы это можете видеть, it's temporary. это временно. It's changeable. Это подвержено изменению. And it's going to change. И это изменится. It's going to change for the worst or the better. Это изменится или к худшему, или к лучшему. All dependent on how you talk about Это it. все зависит от того, как вы об этом говорите. I do not believe Я не верю, that as I get older, что когда я становлюсь старше, that my eyes have to get worse. что моим глазам нужно становиться худшим, моему зрению нужно быть худшим. Moses was 120, Моисею было 120. and his vision was as good as when he was young. И его зрение было таким же хорошим, когда он был молодым, таким же, как когда он был молодым. I know the Bible says И я знаю, что Библия говорит, that though our outward man perish day by day, что наш внешний человек, он стареет день за днем. well, there's truth to that. И есть
это правда. But it also says our inward man is renewed Но также сказано, что наш внутренний человек обновляется day by day. день за днем. Now that inward man is renewed by the life of God. Теперь этот внутренний человек обновляется жизнью Божьей. Now that word renewed, И вот это слово «обновляется», it actually means, это на самом деле значит, and it's amazing и это because удивительно из-за того, что both the Greek and the Hebrew languages греческие и еврейские языки were picture languages. — это языки картинок, образов. And they always described a picture. И они всегда описывают какую-то картину. So when you use the word renewed, even Поэтому, in the Greek, когда используется в греческом слово «обновляться», the picture эта картина, is like a glass of water это как стакан воды with a faucet. с краном. And the water is flowing, И вода течет из крана, and the water is going into the glass, и она течет в этот стакан, and it's overflowing. и стакан переливается. David said, Давид говорит, my cup runneth over, что чаша моя переливается, переполнена. and that glass is running over. И вот этот стакан, он переливается. And every few seconds, И каждые несколько секунд all the water in the glass вся вода вот в этом стакане, is all brand new water. она постоянно новая. Because the new water Потому что новая вода туда drives поступает, out the old water. и она вытесняет The старую. glass will never be stagnant. И он никогда не будет, этот стакан, статичен. Disease cannot grow in it. В нем не может вырасти болезнь. It can't grow in the glass. Она не может вырасти в этом стакане. Because the water isn't there long enough. Потому что вода не находится там в одном состоянии слишком долго. That's the picture Это of that verse. картина для этого стиха. That our inward man Что наш внутренний человек is renewed day by day. обновляется день за днем. Why? Почему? Because you are connected. Потому что вы соединены. He is the vine. Он лоза, We are the branches. а мы ветви. He is the faucet. Он этот кран, We are the glasses. а мы этот стакан. We have the wells of water Мы имеем вот эти источники жизни, springing up within us. которые в нас будоражатся, которые bringing- проистекают. Always bringing fresh new water. И они постоянно приносят новую свежую воду. Water doesn't stay in us and get stale. И вода, она с нас не остается застойной. So it's always flowing. Там всегда происходит движение, So every day проистекание. brings new life. Поэтому каждый день приносит новую жизнь. Every day your Каждый spirit man, день ваш духовный человек, created in the likeness of Jesus, сотворенный по образу Иисуса, has constant new life он постоянно имеет новую жизнь, flowing out of it. которая проистекает через And него. that flowing out, И вот это проистекание, if you'll let it, если вы позволите will flow ему, into your flesh. оно будет проистекать в вашу плоть. and His word И Его Слово will be health to all your будет flesh. здоровьем для вашего тела. And it'll keep flowing И through это you. будет продолжать проистекать через And that вас. flowing И это проистекание, is health to all your flesh. это исцеление, здоровье для вашего тела. His word Его Слово is health to all your flesh. это здоровье для всего вашего тела. This is how you are to live. Это то, как вы должны жить. Every day is brand new. Каждый день полностью новый. Every day you look like Jesus. Каждый день вы выглядите как Иисус. Inside. Внутри. And every day И каждый день you should be looking more like Him on the вы outside. должны все больше и больше снаружи выглядеть как Он. Because as that glass overflows, Потому что когда переливается этот it goes to стакан, the outside. то это переливается и проявляется And more and наружу. more life gets on your И все outside. больше и больше жизни тогда проливается You наружу. shouldn't even be able to get sick. И вы должны быть в том состоянии, где вы даже не имеете способности заболеть. If you were doing exactly what you're supposed to be doing, Если вы делаете в точности то, что должны делать, which is going around and laying hands on the sick, а это ходить и возлагать руки на больных, helping people, blessing помогая people, людям, благословляя людей. if someone saw you doing И that, если кто-то увидит вас, как вы это делаете, did not know what you know, он не знает то, что вы знаете, they would think you were trying to get sick. они подумают, что вы пытаетесь подхватить какую-то болезнь. When I travel, I usually have a team of young men with me. Обычно, когда я езжу, со мной всегда есть команда молодых людей. Many times when I go to South Africa, Очень часто, когда я езжу в Южную Африку, we'll have 4, 6, 8 у people нас 4, 6, 8 людей, that travel with me everywhere I которые go. вместе со мной ездят везде, куда я еду. We'll be in a mall eating at a restaurant, Мы там где-то в ресторане или в магазине, and a sick person will come walking by. и проходит какой-то больной человек. And it's like a race.
И это как гонка. Like someone shoots a gun, Кто-то как будто вот начинает эту гонку, выстреливает, and 2 or 3 of them will take off after that sick person. и сразу 2 или 3 из моей команды, они бегут к этому больному человеку. That's not normal. И это не является нормой. Normal people don't run toward sick people. Нормальные люди не бегут к больным. They run away from sick people. Они убегают от больных. They come to your office, Они заходят к вам в офис, they're coughing, и они начинают кашлять, everybody backs и away. все сразу отступают. Don't talk to me. Не разговаривай со мной. Don't come to my area. Да вот сюда вот не заходи дальше. Keep your sickness over there. Вот ты свою болезнь придерживай там. That's the way normal people talk. Это то, как нормальные люди разговаривают. That's not how new creations Но talk. это не то, как разговаривает новое творение. New creations go to it. Новое творение идет туда. New creations run to it. Она бежит к этому. And they go there. It's as if they're trying to get sick. И сказано, что если они говорят, они пытаются подхватить эту болезнь. That's what it would look like to a Но normal person. для нормальных людей это как выглядит? Вот так вот это выглядит. And they think, why are you trying to get sick? И они думают, ну чего вы пытаетесь подхватить эту болячку? But you know something they don't. Но они знают что-то, чего вы не знаете вы. You say, no, you don't understand. Они говорят, ты не понимаешь. I'm not trying to get sick. Я не пытаюсь подхватить болезнь. I can't get sick. Я не могу ее подхватить. I couldn't get sick if I tried. Я не могу подхватить болезнь, даже если попытаюсь. Why? Почему? Because greater is he that's in me Потому что кто во мне больше than he that's in them. того, кто в них. That thing can't jump on me if it wanted to. Потому что эта штука не может на меня перепрыгнуть, даже если захочет. That means your mind is renewed. Это значит, ваше мышление обновлено. See, you started thinking different. Видите, вы начинаете по-другому думать. If you get your mind renewed, Если вы обновляете свое мышление, you won't think like the world. то вы не будете думать как мир. If you think like the world, А если вы думаете как мир, your mind is not renewed. то тогда ваше мышление не обновляется. When you think with the mind of Christ, Когда вы мыслите мыслями Христа, you don't think in terms of lack. вы не смыслите в понятиях нехватки. You don't think in terms of failure. Вы не мыслите в понятиях неудач. You don't even think the possibility of failure. Вы даже не думаете о возможности потерпеть неудачу. Now, if you remember early this morning, Теперь, если вы вспомните немного ранее этим утром, I talked about how you can renew your mind piece by piece. я говорила о том, как можете обновлять свой разум кусок за куском. And you study topic by topic. И вы можете изучать тему за темой. And that's a good way to do it. И это хорошо, как мы можем это делать. And you will continue doing that. At least that'll be part of what you do. И это будет частью того, что вы будете делать. But now you'll also notice in how I'm teaching. Но также вы заметите в том, как я учу, The very pattern of my teaching now что сама схема моего учения сейчас, is designed она сотворена by God Богом, to renew your mind. чтобы обновлять ваш разум. Not just for you to hear it, Не просто, чтобы вы это слышали, but the way I'm speaking, the way I'm delivering this message но то, как я, высвобождая вам это послание, как я говорю это, is following the principles следует принципам of mind renewal. обновления ума. Now, it's amazing, И это удивительно, maybe even more than you know, даже намного больше, чем вы это знаете. because you'll notice I'm not reading the manual. Потому что вы заметили, я не читаю способия. But the way God is doing this, Но то, как Бог это делает, and even while I've been here, и даже то, что я здесь, I've been noticing, я заметил это сам. because I come up, Потому что я выхожу, I know what's in the manual, я знаю, что это находится в пособии, we're going to go through the manual, и мы будем проходить через пособие, but I haven't been using the manual, но я не использовал пособие. and I expect the Holy Spirit И я ожидаю, что Дух Святой, to bring out what you need in the order you need it. Он высвободит то, что нужно для вас, таким образом, как для вас это нужно. Now, I'm going to show you something very quickly. И я очень быстро вам это покажу. When the process of mind renewal, Процесс обновления ума. in a condensed version, I'll tell you what it is. Я вам расскажу, что это значит. You hear something, Вы слышите что-то, then you hear something else, потом вы слышите еще and что-то, let's say you hear something the first day, и, допустим, вы услышали это первый день. then you hear more the next day, but it's different, but same topic. И вы слышите что-то в отношении этой же темы, но что-то немножко другое во второй день. Now, the third day, Теперь третий день, you go back and remember what we talked about on the first day. вы идете, вспоминаете то, о чем мы говорили в первый день. So see, learn day one,
То есть, видите, мы учились первый день, learn different day 2, по-другому во второй день, and day 3 go back to day 1. и третьим днем мы возвращаемся в первый день. Then day 4, Потом в четвертом дне you go back to day 2. вы во второй день возвращаетесь. Now, you're not just repeating it, Вы не просто это повторяете, but you're adding new with it. но вы новые вещи добавляете к So этому. you see, it's 2 steps forward Поэтому вы видите, это 2 шага вперед and 1 step back. и 1 назад. You get that? Вы это понимаете? That's the process. Это процесс. The key is you have to revisit И ключи — это то, что вам нужно опять посещать, заново посещать это. the information you learned. Ту информацию, которую вы уже приняли. New information Новая информация, stays in your short-term memory она остается в вашей краткосрочной памяти 24 to 48 hours maximum. от 24 часов до 48 часов максимум. That's 2 days. И это 2 дня. You learned the first day, Вы в первый день выучили это, you learned the second во day. второй день выучили. By the beginning of the third day, Теперь к началу третьего дня, if you don't do something если вы что-то не сделаете with what you learned the first day, с тем, что вы выучили в первый день, that was 48 hours ago, потому что это было уже 48 часов назад, and that information и will эта be, информация, она kicked может out. просто оттуда выйти. but Но if after the 48 hours, если через 48 часов you go back and revisit the first day, вы обратно посещаете первый день, now you're causing the information from day 1 то теперь вы делаете так, чтобы эта информация с первого дня, которую вы получили, to be moved from short-term memory вы ее приводите, задействуете, чтобы она передвинулась из краткосрочной памяти over into long-term memory. в долгосрочную память. And when you take it from short-term to long-term, И когда вы ее переносите из краткосрочной в долгосрочную, now it's something you're starting to do. то теперь вы что-то начинаете делать с этим. And if you'll notice, И если вы заметите, when we started, когда мы только начали, especially this morning, особенно сегодня с утра, and we went certain areas, и мы пошли в определенные сферы, and then we went и потом forward, мы пошли вперед, and then I went back, и потом я опять вернулся к этому, and I'm reminding you of some of the things we said this morning. и я вам напоминаю какие-то вещи, которые мы говорили сегодня с утра. What are we doing? Что мы We're делаем? going forward, Мы идем вперед, go back, возвращаемся, go forward, идем вперед, go back, возвращаемся. and what the very process of mind renewal is taking place while you're И listening. вот этот процесс обновления ума происходит во время, как вы слушаете. And we're helping it because now И мы помогаем этому, потому что сейчас we're causing new information мы приводим новую to информацию, be added to the earlier information, которая добавляется к той информации, которую мы слышали which раньше. makes those memories stronger. И из-за этого память этой первой информации усиливается. Now, like I said, И как я сказал, this seminar вот этот семинар is more science-based более научная основа, and is more about the how-to. и он говорит о том, как это делать. It's not just information. Это не просто информация. And if you put this into И practice, если вы возьмете это, примените, then you will see the change because your mind will be renewed. то вы увидите изменения, потому что ваш ум будет обновлен. Now, here's a fact. И вот факт. If a train is a long train, Если поезд, он идет на долгое расстояние, loaded down with cargo, и он полностью заполнен каким-то грузом, the faster it's going то чем быстрее он будет ехать, and the more cargo it has, и чем больше на нем груза, the longer it takes for the train to slow down and stop. то тогда больше времени для поезда нужно для того, чтобы притормозить и остановиться. That makes sense, right? Правильно? То есть это вам несет какой-то смысл? Takes longer. То есть дольше времени нужно для того, чтобы затормозить и остановиться. Your mind Теперь ваш ум is the fastest thing on this earth. — это самая быстрая вещь на этой земле. Your thoughts Ваши мысли move двигаются right at the speed of light. со скоростью света. Your thoughts. Ваши мысли. That's how fast you think. Так быстро вы думаете. That's why some of you sometimes get bored when you hear preaching. Поэтому некоторые из вас иногда даже начинают скучать, когда вы слушаете проповедь. Because someone is preaching, Потому что кто-то проповедует, they're preaching from the Bible, они проповедуют из Библии, they're quoting scriptures you already know, они цитируют Писания, которые вы уже знаете, and by the time they say the first two words, и к тому времени, как они говорят первые два слова, your mind has already went to the end. ваш ум уже пошел к концу.
And if you know where they're going in their preaching, Если вы знаете, куда они идут в своей проповеди, your mind will run ahead to the very end. то ваш ум, он уже продвинется туда к концу You проповеди. already know what they're trying to do, Вы уже знаете, что они пытаются сделать. and so you get bored, И все, вам скучно уже становится. and you start doing something else. И вы начинаете заниматься чем-то другим. Because you already have an idea of where Потому it's что going. вы уже знаете, понимаете эту идею, куда же они направляются. That's how fast your mind is. Вот насколько быстрый ваш ум. It's phenomenal. И это феноменально. Every person Каждый человек has the ingredients in their mind имеет ингредиенты в своем уме, to be geniuses. чтобы быть гением. Every person. Каждый человек, It doesn't matter who you are. неважно кто вы, You've got the у materials. вас уже есть весь материал To be a genius. для того, чтобы быть гением. The problem usually Проблема обычно is that you don't apply в том, что вы не применяете the thinking process процесс мышления, in a way that does the most good. то, как он приносит больше всего благих вещей. And now, И теперь technology has caused your attention span to be very short. технологии приводят к тому, что ваше внимание, оно очень краткосрочное, And so it makes it where you're easily distracted. где вы очень легко отвлекаетесь на разные вещи. Used to, they said, И они раньше говорили, that your attention span что ваше внимание was approximately примерно 1 minute 1 минута, for each year you are old. она, получается, ваше внимание увеличивается на 1 минуту вашего года жизни. Up to a certain point. То есть до определенного момента. But now that has decreased Но теперь оно уменьшается because of technology. из-за технологий. They are proving И они доказывают, the way the machines are working. что тем образом, как действуют машины, Your iPhone, your ваши tablets, айфоны, ваши they are айпады, they rewire the way you think они изменяют способ вашего мышления. because you have to learn how to use them. Потому что вам нужно научиться, как их использовать. And they are training you how to think because you have to learn how to use them. И они подготавливают вас, каким образом вам нужно их использовать, чтобы вы могли их использовать. To learn to use it, И you чтобы have to вы have могли new thoughts, научиться их использовать, вам нужно иметь новые мысли. and it has rewired your brain. И из-за этого они меняют установку вашего мышления. Let me give you an example. И мы дадим вам пример. Many schools now are using computers and technology, Многие школы используют сейчас технологии компьютеры. and many schools are not even using writing anymore. И многие школы даже не используют уже письмо. They teach them how to type, Они учат их просто, как печатать, and they don't even teach them how to write. и они не учат их, как писать. Now, Теперь, when you write когда вы пишете, something by hand, что-то рукой пишете, especially in what is called cursive or script, особенно когда мы говорим, да, о почерке, о курсиве, there is communication and a connection происходит определенное соединение between your hand между рукой and your brain. и вашим мозгом. Your brain is telling you what to do. И ваш мозг говорит вам, что вам нужно делать. Your body does it Ваше тело это and делает sends feedback и дальше отдает информацию to your brain вашему мозгу, that reinforces и она постоянно туда-сюда ходит. this loop or this circuit. И это постоянно действует вот по этому витку. Это идет как по витку. It's amazing И это удивительно, because that only happens потому что это происходит только when you actually make the motions of the letters you're writing. тогда, когда вы делаете действия, вот вы пишете эти буквы. When you type, Когда вы there печатаете, is no feedback to your то brain нет никакого ответа информационного обратно from your hand to your от brain. вашей руки к вашему мозгу. So it is only half of the circuit. Поэтому это только половина этого витка происходит. So it is as if your brain Это так же, как будто если ваш мозг, is sending out он something, посылает что-то, but it never comes back. но оно не возвращается к нему. Remember Noah? Помните Ноя? 40 days, 40 nights, 40 дней, 40 ночей. sent out the birds. Он посылал птиц. They didn't come back. Они не возвращались. Or they kept coming back, and then finally they didn't. Вернее, они возвращались, и вот в конце концов не And it's вернулись. very similar И точно так же, that when you type, когда вы you're печатаете, sending out a signal,
Вы сигнал посылаете, that doesn't return. который не возвращается. So it's as if you're watching a movie, Это точно так же, когда вы смотрите фильм, and then it says, и потом там говорится, to be continued. продолжение следует. And then you never find out when it comes back on. И потом вы не узнаете, что же там дальше было. There's thoughts in your head. Есть мысли в вашей голове, It's not complete. которые не завершены. You were going along with it, Вы идете с этой мыслью, and there's no closure. потом бац, и нет никакого завершения. So you're left hanging, Поэтому вы левонаправлены. and it's off balance. И это уходит из баланса. You never know how it ended. И вы никогда не знаете, как это закончить. And the same thing happens И то же самое происходит, when you don't learn to write, когда вы не учитесь, как but писать, you only learn to type. а только учитесь, как печатать. There is never the feedback. То нет никогда вот этого ответа. So it sets up Поэтому это устанавливает stress определенный стресс в вашем теле. And as it builds over time, И через некоторое время это выстраивает, every level of stress каждый уровень стресса brings you closer ближе продвигает to a вас chemical reaction. к химической реакции. When stress builds so far, Когда вот так вот выстраивается этот стресс, it triggers your body то оно приводит ваше тело to actually release к высвобождению cortisol кортизола into your body, в ваше тело. which is to cope with the stress. А кортизол должен справляться со стрессом. That happening every now and then is not too bad. И это происходит время от времени, и все с этим нормально. But when it happens constantly, Но когда это происходит постоянно, it puts you in a state то тогда это приводит вас в место, of nervous tension. в состояние нервозности. And over a period of time, И за какой-то определенный момент you start to времени get more irritable, вы начинаете больше раздражаться, you start to get shaky, вы начинаете трястись, and things start happening in your body. и вещи начинают разные происходить в вашем теле. Because things aren't in harmony, Потому что вещи не идут в гармонии, they're in what is called dissonance. а оно все находится в несоответствии. If we say what he said Если мы говорим то, что он сказал, resonates in me, и это идет резонансом в нас, that means, yeah, I relate to это that. значит, да, я понимаю, о чем говорится. That's resonance. Это резонанс. Dissonance А диссонанс means something is not — это right что-то, что неправильно. and it doesn't match. И это не совпадает с тем, что у нас. When this happens to your И body, когда это происходит с вашим телом, your body is receiving signals ваше тело принимает сигнал, that says this doesn't match. который говорит, оно не And соответствует. it starts to bring things out of harmony И оно начинает все, что в гармонии, разваливать это, into disharmony, в дисгармонию приводить. and disharmony. И дисгармония, See, we know harmony is all the sounds working together. мы знаем, что гармония, когда все звуки работают как один. Disharmony А дисгармония, is when all the sounds don't work когда together. все эти звуки вместе не работают. And that changes from music И это приводит из музыки to noise. к просто какому-то звуку. See, noise is just music without harmony. Видите, что звук это музыка без гармонии. So now you have this disharmony. Поэтому теперь у вас есть эта дисгармония, There is noise in your body. есть просто звуки в вашем теле. And И disharmony дисгармония, is called dis-ease, disease. и дисгармония приводит, это на английском языке получается к болезни, у них игра слов там. Now this opens up your body И это открывает ваше тело with an area к сфере, that allows the enemy to come in and exploit it. которая позволяет врагу войти и там развивать, что он хочет. And so this explains how some small thing can become a big thing. И это объясняет то, как какие-то маленькие вещи могут становиться большими. So it is important Поэтому очень важно to remember помнить, that you have to have harmony in your body, что вам нужно иметь гармонию в вашем теле, and you have to realize that your body, и вам нужно понять, что ваше тело, your soul, ваша душа, is in your whole body.
оно в вашем теле. It's not located in just one spot. Оно не, его места нету где-то в одном только, да, не находится где-то в одном месте. If I had a dry erase board, a big whiteboard, Допустим, вот у меня большая доска белая. and if I had any artistic ability whatsoever, И если бы у меня были какие-то вообще артистические способности, which I do not, которых у меня нет, but if I could draw, но если бы я мог рисовать, I would draw a human shape, я бы нарисовал образ and I человека, would draw a line, и я бы нарисовал вот эту and I'd say, линию, this is a human body. и я бы сказал, вот это вот человеческое тело. And then И потом I would take another color я бы взял другой цвет and trace just inside that line, и просто внутри этого тела начал вести. and I would say, that's the И spirit, я бы сказал, вот это дух, because your spirit потому что вы дух, has to fill your entire body. и вы наполняете все ваше тело, The body without the spirit is dead. потому что тело без духа мертво. That means your spirit Это значит, ваш дух is in every place in your в body. каждом месте находится вашего тела. If my spirit was Если in every мой place дух находится в каждом месте тела, except my hand, кроме моих рук, if my spirit допустим, stopped here, и вот если мой дух тут остановился, what would happen to my hand? что бы произошло с моей рукой? The spirit is life. Потому что дух есть жизнь, Without life, а there's без death. жизни есть только смерть. So if my spirit stopped here, Если мой дух бы тут остановился, this hand would die. то эта бы рука умерла. That's exactly Это то же самое, what happens in most sickness. что происходит со многими болезнями. That spirit is cut off Когда вот этот вот дух, он отрезан, or restricted, или он сдавлен, and the life of that part of the body то жизнь этой части тела begins to drain out, начинает уменьшаться, and that part of the body begins to wither up и эта часть тела, она начинает, там с ней что-то and происходить, begins to rot. и она начинает иссыхать. It's called corruption. И это называется тление. When we lay hands on a person, И когда мы возлагаем руки на we человека, push life in, мы высвобождаем туда жизнь, life goes in, жизнь проходит туда, pushes into the areas where there is no spirit, и она продвигается в то место, где нету духа, and life is returned, и жизнь возвращается. and the hand returns to normal. И тогда рука возвращается к норме. That's how it works. Вот как это работает. Now, Теперь, I've drawn a body. мы нарисовали тело, образ тела, Then I've drawn inside that body. поэтому внутри я нарисовал этого That's the тела spirit. дух. Now, most people Теперь большинство людей, think of the soul они думают о душе, as right here in the head. которая находится вот прямо здесь, местоположение души вот в голове. No, that's just the CPU. That's just the computer unit. Нет, это просто вот такая компьютерная модель. That's just your processor. Это просто ваш процессор. And that is the brain. И это мозг. Your soul Ваша душа, is throughout your body, она находится во всем вашем теле, just like your spirit. точно так же, как и ваш дух. So the two are there. Поэтому двое там. You say, okay, can you give us Bible? Говорить, хорошо, дай нам это из Библии. Yeah. Хорошо. The Word of God Слово Божье, is alive, оно жизнь. sharper than a two-edged sword. И оно как обоюдоострый меч. Able И он способен, to divide, to cut into, to divide чтобы разделять spirit and soul. дух и душу. So only the Word of God can separate spirit and soul. Поэтому только Слово Божье может разделять дух и душу. Only the Word of God can tell if you're operating in spirit or operating in soul. Только Слово Божье может сказать, где вы действуете, в духе или в душе. Only the Word of God can divide between the two. Только Слово Божье может разделять эти две вещи. The doctors cannot find with instruments И доктора инструментами не могут найти the human spirit дух человека or the human soul. или душу человека. Why? Почему? Because they can't tell the difference. Потому что они не могут сказать отличие. They know there's life, Они знают, что там жизнь, but they can't see it. но они не могут ее They видеть. can only see the results of it. Они могут видеть только результат этой The жизни. electrical impulses that take Они могут place. видеть только электрические импульсы If your ее. soul was only located here Если бы ваша душа, местоположение вашей души было только здесь, and your spirit was everywhere else, а ваш дух был во всем остальном теле, it wouldn't take the Word of God to divide between spirit and soul. то тогда не нужно было Слово Божье, которое разделяет дух и душу. If you took the head off, Просто голову the soul снять. is gone, Ушла душа, but the spirit's still there. но дух остался. So the body should still be living. То тогда это тело должно продолжать дальше жить.
Но because the spirit and soul из-за того, что дух и душа, are like layers in the body, они как вот эти слои в теле, everywhere the spirit is, there's a soul. везде, где есть дух, там есть душа. So the only way you can divide it is through the word of God. Поэтому единственное, как вы можете это разделить, это через Слово Божье. Because they are so connected Потому что они настолько соединены вместе, that they are intertwined. что они как бы, переплетены. And it takes the word of God И to be только able to cut it. Слово Божье может это разделить. Now this is why the church has had such a hard time. Вот почему у церкви такое тяжелое время. Because the church has not understood the word of God as a whole. Потому что Церковь Божья не поняла Слово Божие как целостное. So they've not been able to take the sword of the Spirit И они не были способны взять этот меч Духа, to divide between spirit and soul. чтобы сделать разделение между душой и духом. And a lot of what happens in church И часто то, что происходило в церкви, is soul это душа, having to do with the mind, the will, the emotions. это то, что имеет дело с нашим умом, эмоциями, волей. And because people can't differentiate, И потому что из-за того, что люди не могли сделать различие, they think what is soul is actually spirit. они думали, то, что относится к душе, это было духовное. And so you have a lot of soulish things И happening. есть очень много таких душевных вещей, которые происходят. And people think it's spirit moving. И люди думают, что это Дух Божий продвигается. And in reality, it's just soulish. А в реальности это просто душевные вещи. And so Watchman Nee Поэтому Вачвани, actually had a book on this у него есть книга по этому поводу, that has some good points. в которой есть хорошие очень моменты. I wouldn't agree with everything, Я бы совсем, может, не согласился, but it has some really good points. но там есть очень хорошие моменты. And he talks about how a lot of things that happen in a church И он там говорит о многих вещах, которые происходят в церкви, are simply the result of what is in the human soul. которые просто являются результатом того, что находится в человеческой душе. And that's why when we refer to a good service, Вот почему, когда мы говорим о хорошем we служении, say, oh, I felt мы говорим: «О, я the чувствовал, Spirit moving. Дух Святой двигался». Okay. Spirit has nothing to do with feeling. Но Дух не имеет ничего общего с чувствами. The Spirit doesn't feel. Дух не чувствует. The Spirit knows. Дух знает. Do you get that? Понимаете это? So if you go by feeling, Поэтому, если вы будете идти за if you чувствами, can feel it, it's если вы soulish. можете это почувствовать, то это что-то душевное. But if you know it, Но если вы знаете, it's Spirit. это Дух. Now understand, Теперь поймите, I'm not saying я that не говорю, all soulish что is bad. все душевное это плохо. No, God made Нет, us. Бог сделал нас такими. Spirit, soul, and body. Дух, душу и тело. He wants us to worship Him И Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему with our spirit, с soul, and нашим body. духом, душой и телом. And so there's nothing wrong with it. Поэтому нет ничего плохого с It этим. only becomes wrong Нет, становится плохим только тогда, when we get it out of order. когда мы это все в неправильном порядке делаем. And we're not worshiping in spirit and truth, И мы не поклоняемся Богу в духе but we истины, start worshiping more in soul. а мы начинаем больше поклоняться душевно. That's when it gets into trouble. Вот когда мы приходим в неприятности. Because then it's based on more what you can see and Потому feel. что это тогда больше основывается на том, что вы можете видеть или чувствовать. And because we think that's the highest form of a worship service, И из-за того, что мы думаем, что вот это высшая форма тогда поклонения на служении, we don't move beyond that мы не двигаемся дальше этого, into the realm of the в spirit. сферу духа. Because when spirit is in operation, Потому что когда действует дух, things happen. происходят вещи. And the people are blessed, И люди благословлены spirit, soul, and body. в духе, душе и теле. But whenever soul is in operation, Но когда просто душевные вещи действуют, soul doesn't heal. душа не исцеляется. Spirit heals. Не душа исцеляет, дух исцеляет. So when we are focused more on the soul, Поэтому, когда мы больше фокусируемся на душу, we don't see anything happen мы не видим ничего происходящим congregationally. в собрании. Maybe one person gets healed, this person, maybe something. Может быть, что-то там, один человек или еще один исцелится. But that's usually because their faith rises up to God and gets what they Но это need. обычно из-за того, что это их вера, она поднимается Богу и исцеляет, и они принимают исцеление. But when spirit is in Но control когда Дух имеет весь контроль, and we're worshiping in spirit, и когда мы поклоняемся в Духе, that's whenever in a moment in time, вот когда происходит за мгновение every времени. person in a wheelchair gets up. И каждый человек, который находится в колясках инвалидных, он Every person исцеляется. in the room Каждый человек в этом зале gets healed получает in a исцеление moment. в момент. Why? Because that's Почему? spirit. Потому что это Дух. And because we have soul in charge, Но из-за того, что мы отдаем душе управление, then we think, okay,
we must do more. Мы думаем, ну, нам тогда нужно делать что-то больше, Nothing's happening. потому что ничего же не происходит. We got to sing louder. Нам нужно еще громче We got to петь. try harder. Нам нужно еще сильнее We got to стараться. speed up the music. Нам нужно еще быстрее музыку делать. We've got to dance to make it happen. Нам нужно танцевать, чтобы это That's all произошло. soul. Это все душа. That's what the prophets of Baal did. Это то, что делали пророки Авеля. Elijah did the opposite. Авала. А He said- Илья делал другое. Are you done? И он после этого говорит, ну что, вы закончили там? He didn't make it hard. He didn't make it easier for God to show up. He made it harder. И он не сделал чем-то простым для Бога, чтобы он проявился, он сделал это еще более тяжелым. Why? Почему? Because spirit Потому что дух is not okay. To the spirit, для духа nothing is impossible. нет ничего невозможного. When nothing is impossible, Когда ничего невозможное, you don't think in terms of possible, impossible. когда для вас ничего невозможно, вы не думаете тогда в сфере, что возможно, а что невозможно. When you think in terms of possible and impossible, Но когда вы думаете о том, что возможно или что If you невозможно, think если вы думаете, that's impossible. это невозможно, We can't do мы не that. можем это делать, That's not spirit. то это не дух, That's soul. это душа. When you think by the spirit, Когда вы думаете в соответствии с духом, you don't even think what's possible or вы даже impossible. не думаете о том, возможно это или невозможно. You just do what's Вы necessary. просто делаете, что необходимо. Whatever the person needs, Все, что нужно человеку, you just give it to вы him. просто это даете ему. You don't think how hard it Вы не is. думаете, насколько это тяжело. If anything, you make it harder. Если бы что-то там еще, вы бы сделали это еще сложнее. This is why God has a hard time Вот почему у Бога есть такое время тяжелое. working His will through churches. И тяжелое время в том, что Он не может свою волю проявить через церковь. Because most churches in the Потому world что today большинство церквей сегодня в мире, are stuck in the soulish realm. они застряли в душевной сфере. And they're always trying to get God to do something. И они все время пытаются Бога заставить делать что-то. And it's usually something He's already done. Обычно это что-то, что Он уже сделал. So instead of just receiving it, Поэтому вместо того, чтобы просто принимать это, they try to earn it. они пытаются завоевать They это, try to work it заслужить, как-то выработать это, And that's заработать. moving the opposite direction away from А God, это в противоположную сторону от Бога тогда движет их, not moving to Him. а не к Нему. Amen? Аминь. Do you understand this? Вы понимаете это? We're going to go further with this because this is where your mind has to be renewed. И мы and we're gonna пойдем show дальше you с этим, потому что это что-то, где ваш ум должен быть обновлен, и мы покажем вам это. how to actually do it. Как это сделать? Amen? Аминь. Amen. Аминь. God bless you. Аллилуйя. Слава Иисусу. Спасибо, пастор. Got that stuff? Одну минутку еще, я пока прошу вас посидеть. Ну, на улице все равно очень большой дождь. Очень большой дождь. У нас будет перерывчик. И после перерыва, там может быть буквально 15 людей на молитву. Туда можно будет в 7-ю комнату. Только 15 тем, которым нужна молитва. Просто будет короткая молитва там. Хорошо? Поэтому, если там отсчитаете 15, больше надо вернуться будет сюда. Я попрошу группу, чтобы они тоже отсчитали. 15-го пометили чем-нибудь, каким-то краской, чтобы знали, что это он. Хорошо. Вы что-то принимаете? Знаете, на самом деле оно так кажется, просто из-за того, что разум отучился учиться, он кажется, что ты ничего не, чуть ли не зависаешь. Но это в том и есть суть этой конференции, что она не один день, потому что вот многие из вас еще только приземляются после своей поездки. Там еще думаете, где же там спать, на каком бочку ложиться и так дальше. Завтра будет легче, конечно, если вы сегодня ночь не проведете в болтовне. Аллилуйя. А в среду будет еще лучше. Так что давайте делаем, давайте реально 15 минут перерыв и только здесь через 15 минут. Спасибо.